Всем привет, мои дорогие друзья! Я хочу рассказать о самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэхёном, но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас слепо верить в это, примите это во внимание. Сегодня мы поговорим о топ-10 самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэхёном. 10 место. Тэхён просто дышит, а Чингук в это время просто сходит с ума по Тэхёну. Эти глаза скажут очень много. Невозможно играть роль равнодушного, когда твой бойфренд такой шикарный. Эта кровать, и она помнит тяжесть их тел, крепкие и нежные объятия, сплетение рук и ног, самые сокровенные и душевные разговоры, хранит тайны, поцелуи и 90% вырезанных моментов. Девятое место. Как же он нежно погладил его руку. А потом еще и поцеловать, где болит. Нас не интересует эволюция развития человека. Нас интересует эволюция развития мышления Чингука относительно обнажения своего парня. Реально, как мы пришли к этому? Каким воздухом он тогда подышал? 8 место. Если смотреть старые кадры, то можно увидеть, насколько нежно и аккуратно Тэхён прикасается к Чингуку. То, что он мацает его за пальчики и щечки, мы это пропустим. 7 место. Чингук, как всегда, поддерживает своего мальчика. Тэхён собирается что-то сказать. Чингук резко говорит: «Тихо всем!» 정숙. В тот момент Чингук плохо себя чувствовал, и Тэхён следил, чтобы он не перенапрягался. А Джин, кажется, собирался его припрячь. Когда дело касается интересов Чингука, он настоящий тиран. И ведь видно было, что Джин реально испугался, аж заметался. 6 место. Помню, как мы долго сомневались, не перевернуто ли это видео, так как Тэхён запрыгнул на Чингука слишком ловко и плавно. Я каждый раз шокирована. На плечи с пола вот так. И довольные оба. И запрыгнуть и удержать без подготовки нереально. Значит, были попытки и не одна. Пятое место. Я не могу это комментировать. Откушу всего кусочек, самый сладкий. Мы поняли, что тебе приятно, Чингук. Тэхён знает, как повлиять на своего бойфренда. Эти руки прекрасно справляются с Чингуком. Чингук не может найти себе места, потому что это действительно повлияло на него самым любопытным способом. Тэхён сказал: «У нас с Чингуком телепатия».
За сколько лет, что они вместе, они чувствуют друг друга буквально на расстоянии, могут общаться без слов, понимая язык тела друг друга. Это и есть настоящая любовь двух сердец. Да, они понимают друг друга без слов. У них есть свои фишки и приколы. Они всегда стараются заботиться и беречь друг друга. Это так греет душу. Связь ментальная. Они чувствуют друг друга на уровне подсознания. Я очень рада, что они есть друг у друга. Наблюдая за отношениями Чонгука и Тэхёна, поневоле начинаешь думать, что прекрасное и светлое в этом мире, погрязшем в грязи и ненависти, все же есть. Немного отвлечемся. Красивый Тэхён в Твиттере 5 лет назад. Тэхён с любым цветом волос выглядит эффектно, но этот морской цвет в моей душе занимает особое место. В Compose Coffee появились новые подстаканники с Тэхёном. Compose Coffee сейчас находится в топ-4 отечественных кофейных франшиз, используя наступательный маркетинг, и все больше укрепляют свой бренд, выбрав Тэхёна в качестве модели. В основе их стратегии покорения рынка потребителей лежит идея. Побеждает тот бренд, который захватывает сердца клиентов. С тех пор, как Compose объявил Тэхёна лицом своего продукта, их рейтинг взлетел до впечатляющих высот. И теперь Compose Coffee является представительным, экономически эффективным франчайзинговым брендом кофе, который быстро растет по мере популяризации кофе во внутреннем рынке. Тэхён – бог маркетинга и двигатель бизнеса. Они в армии, но не знают слова «перерыв». Все так же продолжают бить рекорды, нагибать и взрывать ту арену, для которой были рождены. Они остаются сильными и вернутся к нам с еще большей мощью. А еще я вся в ожидании их юнита. И верю, что так и будет. Они нам обещали огонь и воду. Сколько же заслуженных наград они получили и еще получат. Так красиво и атмосферно. Рукав Чонгука с этого ракурса очень круто выглядит. И не только рукав. Он сам, просто нет слов, какой шикарный. Информация по голосованию. По последним данным аналитиков, Тэхён на этой неделе не будет номинирован на онлайн-голосование. Те армии, которые распространяли голосование с призывом голосовать за Хосока на предварительном голосовании, не обращая внимания на тот факт, что у него нет шансов на победу на этой неделе. Надеюсь, вы счастливы. Вы своими руками подарили победу другой группе. Поздравляю! Сольная эра очень красиво срывает маски. Наконец-то видно истинное лицо таких армий в фандоме. Когда же уже к вам придет понимание, что внутренние конфликты разрушают фандом, они не должны стать важнее группы. Пока мы будем сражаться сами с собой, ни один из наших парней не победит. Также огромная благодарность Хайбу за грамотный промоушен, ставить релизы участникам буквально нос к носу. Это так профессионально. Спасибо, это отличный стимул для соло-фанатов. У Тэхёна остался шанс номинации на 1 неделю. Фанбазы просят сосредоточиться на стриминге песни Тэхёна на всех платформах. Напоминаем, одного голосования недостаточно для победы.
Эх, я так скучаю по внезапным эфирам в рандомный момент времени. Но этот запланированный эфир, когда нам за 2 дня назвали дату и время, занимает отдельное место в моем сердце. Чунгук на стриминговой вечеринке 2 октября. Окей, я посмотрел. Поскольку завтра у меня будет еще одна вечеринка, я приду на Виверс 4 числа. Когда? Давай сделаем это в 15:00. В этот день давайте выпьем. Наши несовершеннолетние друзья могут выпить, например, газировку, а взрослые армии могут выпить пиво. А вы говорите, хорошие мужчины на дороге не лежат. Их даже в песочке откопать можно. Статья. После визита Тэхёна, почему клуб Канвондо осознал свою популярность? После того, как Тэхён из BTS посетил стадион, клуб Канвондо осознал его популярность. Футболиста Лингарда исключили из списка из-за травмы, но публика ничуть не разочаровалась. Это потому, что Тэхён из BTS был на стадионе. В то время, когда игроки вышли на стадион, размялись и готовились к игре, изображение Тэхёна впервые было замечено на электронном табло стадиона. При этом фанаты со всех 3 сторон стадиона разразились громкими аплодисментами, демонстрируя его невероятную популярность. Причина, по которой Тэхён, который служит в армии, пришел на домашнюю игру Канвона, заключается в отношениях между клубом и подразделением. Подразделение Тэхёна – это 2-й армейский корпус Сангён, и 2-й корпус уже давно имеет взаимное соглашение с командой Канвондо. Еще до того, как Тэхён пришел на игры Канвона, солдаты 2-го корпуса уже несколько раз приходили посмотреть игры Канвона. Если вдуматься, то один из многих южнокорейских солдат приехал в спортивный городок Сон-Ам в Чунчхоне, чтобы посмотреть игру. Четвертое место. Это день их свободы. Я надеюсь, что после армии они будут испытывать только такие прекрасные чувства, как в этом видео. Свободные и влюбленные. После одного из концертов, когда Тэхён плакал за кулисами, Чунгук спросил его: «Так вот, что ты чувствуешь, когда я плачу?» Это, как ничто другое, сильно показывает их привязанность и любовь. Одна душа равно одна боль на 2. Когда плачет один, у второго разрывается сердце. Как вообще можно не верить в них? Да они связаны не только взаимными чувствами друг к другу, но и душой. Как мне найти слова, чтобы выразить все чувства и эмоции, что я испытываю к ним обоим? Как подобрать те самые ласковые эпитеты, выражающие всю любовь, которую искренне чувствую по нарастающей к этим парням, которые называют себя Тэгу? Наверное, человечество еще не изобрело такую азбуку, но я готова ждать и переживать все свои жизни с перерождениями, чтобы в конце сказать, как крепко я их люблю за то, что они просто есть в моей жизни и в каждой из последующих. Я никогда не испытывала таких чувств. Я никогда столько не плакала и не смеялась, как с ними. Это чудо какое-то. Третье место. Какими силами себя удерживал Тэхён, чтобы не поцеловать его прямо там?
так мило. Два года назад Чунгук и Тэхён пошли на концерт. Ранее концерт посетили другие участники, и Тэхён не пошел с ними, а дождался возможности пойти именно с Чунгуком. Второе место. Любовь – это дарить свое тепло и поддержку в те моменты, когда он рассыпается. Момент, когда Чунгук не мог не обнять и не поддержать своего медвежонка. Не могу смотреть на их слезы. Их связь такая сильная. Первое место. Очень громкий момент. Когда Чунгуку было плохо, Тэхён не сводил с него глаз, а после исполнения очередной песни он показал ему столь нужный знак «Я люблю тебя», чтобы поддержать. «Я люблю тебя» – слова, которые способны сделать тебя сильнее, даже в моменты, когда, казалось бы, сил вовсе не осталось. Когда Чунгук увидел и дотронулся до руки Тэхёна, от этого момента хочется плакать. Это их волнение и забота друг о друге просто не передать словами до самого сердца. На этом я заканчиваю свой топ. Обязательно дождитесь продолжения. Пока!